Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Украине не хватает еще 750 миллионов долларов на закупку газа. Со слов Зеленского, половина внутренней добычи вышла из строя. Партии российского газа перепродаются Украине, при этом цена транзита составляет до 25% от цены на газ. Почему доля американского СПГ в Европе бьет рекорды, стабильность не приходит, и Украина, которая долгие годы выкручивала всем нервы в части цены за транзит, сейчас сама платит втридорога и всем, кто от нее пострадал. Ну, это наша любимая тема, не про Россию же разговаривать. Давайте попробуем понять, что происходит на Украине, что происходит в Европе. Какие варианты входа газа со стороны Европейского Союза, раз уж кондиционеры на местах добычи плохо работают? Действительно, там разная информация по поводу происходящего в Полтавской и в Харьковской областях, но вроде получается, что до половины объема добычи собственной Украина потеряла. Так бывает. Хорошо, что Россия здесь ни при чем. Я точно помню, что сама Урсула фон дер Ляйен сказала, что в мае 2022 года в России все ракеты кончились, значит, мы здесь ни при чем. Это хорошо. Как можно использовать те газопроводы, которые остались со времен добрососедских, добропорядочных отношений сначала Советского Союза с Европой, потом России с Европой? Если направлять газ в обратном направлении по имеющимся трубопроводам, Уренгой, Помара, Ужгород, Союз, то что мы имеем? Это вход из Словакии, если мы рассматриваем в обратном направлении. Как попадает газ в Словакию? Газ в Словакию теперь приходит из Венгрии. В Венгрию он приходит, в свою очередь, из Сербии. В Сербию он приходит из Болгарии. В Болгарию он приходит из Турции. И начальная точка, разумеется, Россия. То, что настолько выросли платежи, ну, это как бы очевидно. Надо немножечко заплатить всем транзитным компаниям. Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия. Ну, и потом удивляться, что вот такая цена получилась. Я бы не удивлялся. 5 стран, 5 компаний. Действительно, все это достаточно дорого. Словакия поставляет из тех объемов, которые ей достаются из Венгрии. То есть сейчас начало отопительного сезона, и в том случае, если будут какие-то температурные, так скажем, колебания, то этот ручеек может вообще прекратиться. А по статистике этого года действительно Словакия на первом месте по поставкам. Да, ирония судьбы в том, что раньше приблизительно тем же какими-то играми с транзитами, с транзитными тарифами занималась сама киевская власть. Теперь все то же самое в обратную сторону, но бумеранг судьбы он делал такое. Если смотреть на статистику, то действительно вы совершенно правы. Стоимость на внутреннем рынке газа, поступающего из Европы, на 100-120 долларов за 1000 кубометров выше, чем на хабе Китеев. Так получилось. Второй вариант маршрута, если говорить о пресловутой газовой вертикали, тоже одна из задумок Европейской комиссии, не используются трубы трансбалканского магистрального газопровода с момента ввода в строй турецкого потока. Раньше газ шел из России через Украину, через Молдавию, Румынию и из Болгарии расходился по всей Южной Европе. Теперь пошла попытка направить в обратном направлении. В качестве источника используем регистрационные терминалы Греции или Италии, возвращаем газ в обычное состояние и прокачиваем с юга на север до самой Украинушки, а поскольку украинская ГТС связана с Польшей, то мы, Европейская комиссия, получаем действительно замечательный вертикальный коридор юг-север, север-юг, поскольку все эти магистральные газопроводы, используемые, могут работать в режиме интерконнектора. Если с севера на юг, то Польша и Литва могут получать газ в виде СПГ, регистрационный терминал в Клайпедском порту Индепенденс и в местечке Свиноujсce. Кроме того, Польша добывает газ самостоятельно и получает газ из норвежского сектора Северного моря. Можно все это разворачивать в обратном направлении.
и, соответственно, увеличивать безопасность могучего Европейского Союза за счет того, что появляется вот такая газовая магистраль. Она прекрасна. Одна из проблем, связанная с СПГ, непрерывность поставок газа. Если газ идет из подземного месторождения, то поток идет постоянно. Если мы пользуемся СПГ, то от прихода одного газовоза до другого возникает пауза. Чтобы этих пауз у потребителя не было, нужно подземное хранилище газа. И в том случае, если использовать на полную мощность вот этот вертикальный газовый коридор, подземные хранилища нужны достаточно емкие. Здесь все складывалось прекрасно, потому что на территории Львовской области общий объем подземных хранилищ порядка 17 миллиардов кубометров, более чем достаточно для любых маневров. Здесь выяснилось совсем недавно, прошлым летом, в этом году продолжаются какие-то проблемы на львовских подземных хранилищах газа. То оборудование выйдет из строя, то электростанция не работает, то еще какое-то безобразие. Не проводят, видимо, планово-предупредительные работы, может, запчастей каких-то не хватает, может, что-то еще, непонятно, что происходит. И поскольку речь идет о газе, то речь идет не о европейских политиках, а о европейских газовых компаниях, где деньги считать пока еще до конца не разучились, они были удивлены происходящим, и им этот маневр совершенно не нравится. Можно поставить газ в подземное хранилище на хранение, а вот удастся ли его извлечь, никто не знает. Поэтому вариант использования вертикального коридора север-юг, юг-север для Евросоюза не интересно. Интересно только для того, чтобы поставлять газ на саму Украину, в том случае, если удастся найти киевским властям хоть какие-то деньги. Сейчас заявление пана Зеленского о том, что не хватает 750 миллионов долларов. Поскольку цены вещь волатильная, я бы предпочел услышать цифру в кубометрах, число кубометров, которых не хватает. Но ему конкретно не хватает долларов, что, на мой взгляд, некая оговорка. Что же именно нужно пану Зеленскому? Миллионы долларов или миллиарды кубометров? Если он говорит о долларах, ну, у кого что болит, и далее по схеме. Какой может оказаться цена, что удастся купить на эти 750 миллионов долларов? Сейчас, в начале ноября 2025 года, сказать сложно. Если сделку удастся подписать сейчас, то будет одна цена. Если сделка будет подписана где-нибудь в декабре и температуры в Европе будут на уровне среднемноголетних норм, то цена будет выше по очевидным причинам. Если говорить о поставках из Польши, да, есть соединение с ГТС Украины, есть терминал в Свиноujście, есть знаменитые магистральные газопроводы Baltic Pipe, начало на месторождениях в норвежском секторе Северного моря, через территорию Дании, Балтийское море, вот она Польша. До 12 миллиардов кубометров, то есть казалось бы, но мощность транзитная поставок на территорию подконтрольную Киеву, если я правильно помню, до 2,5 миллиардов кубометров. Хватит сейчас транзитных мощностей, чтобы поставить, или не хватит? Сказать сложно. Но помимо встречи с польскими представителями, пану Зеленскому удалось встретиться еще и с президентом Литвы. И господин Науседа заявил, что, конечно же, это Литва поставит газ на Украину. Известные газовые месторождения Литвы, они всем хорошо знакомы. Если серьезно, то да, через регистрационное судно Independence, она же независимость, эта независимость Литве не принадлежит, это судно, арендованное в Норвегии, можно поставлять до 4 миллиардов кубометров газа в год. Понятно, что такой объем самой Литве не требуется, понятно, что есть свободные мощности, от чего бы и нет. От чего бы и нет, я думаю, смогут объяснить в Варшаве. Как-то вот не сложилась географическая граница между Литвой и Украиной, чтобы газ из Литвы добрался до территории подконтрольной Киева, надо каким-то образом одолеть польскую территорию. Будет ли желание у польского оператора пропускать газ, закупленный и перепроданный Литвой? Транзитные мощности не самые большие. Если говорить о польских газовых компаниях, им выгодно, конечно, перепродать самим СПГ через Свиноujście, поставить сколько получится, сколько договорятся по деньгам и так далее.
Если вместо этого запустить газ, идущий со стороны Литвы, значит, отобрать у самих себя эту возможность. Так что будем наблюдать вот это странное приключение, поиски миллионов, поиски СПГ. Если говорить о том, что отопительный сезон наступил, то какие-нибудь контракты, хотя бы среднесрочные, надо было подписывать, ну, хотя бы летом. Или сразу после того, как было принято героическое решение о прекращении российского транзита. Если ты что-то поломал, то у тебя должно быть что-то в запасе. Вы поломали транзит со стороны России, значит, нужно было максимально обезопасить самих себя. Но отношение пана Зеленского к подконтрольной ему территории и вверенному ему населению известно. Сейчас лишние партии СПГ можно взять только на споте цены могут быть какими угодно. Это тоже надо иметь в виду. И, ну, главный момент, который, в общем, пан Зеленский достаточно четко обозначил, денег не хватает. Найдет он их, пойдет Урсула фон дер Ляйен на какое-то вспомоществование, или, может быть, какой-то благотворительный фонд решит приоткрыть левую полу пиджака. Сказать сложно. Понятно, что те европейские компании, которые работали с российским газом, поступающим через территорию Украины, память у них хорошая, они постараются вспомнить все, поэтому и условия транзита будут самыми лучшими, и цена будет самой прекрасной. И самое, наверное, занимательное во всей этой истории, что если будут деньги поступать из общеевропейского бюджета, то это наверняка будут деньги Германии, он по-прежнему остается крупнейшим плательщиком в европейский бюджет. Та самая Германия, которая допустила взрыв на дне Балтийского моря, та самая Германия, которая, отказываясь расследовать террористический акт на северных потоках, на трубопроводах Северного потока, отказалась от перспективы стать крупнейшим получателем газа в Европейском Союзе с тем, чтобы создавать ценовую конъюнктуру для всей Европы. В том случае, если бы работали все построенные магистральные газопроводы, это Северный поток-1, Северный поток-2 и Ямал-Европа, на территорию Германии только с российского направления поступало бы порядка 150 миллиардов кубометров газа в год. Понятно, что в этом случае голландский хаб TTF вряд ли был бы так репрезентативен, как тот хаб, который создала у себя Германия. Но она добровольно от всего этого отказалась, и сейчас у нее есть возможность оказывать помощь Украине с тем, чтобы киевские власти каким-то образом прошли отопительный сезон. Будем наблюдать. Будем наблюдать торговлю между Польшей, Литвой, греческими какими-то СПГ-партиями, которых пока просто нет. Будем наблюдать, что делает с тарифами Румыния. Через нее газа проходит немного, поэтому тариф очень высокий. Еврокомиссия по этому поводу возмутилась. Ответ Румынии был до предела простой. Подавайте в суд. 3-4 года пройдет, ну, мы снизим, а пока нет. Что касается объемов поставок СПГ в Европейский Союз, да, они увеличились, что, в общем-то, совершенно понятно по тем действиям, которые были предприняты. Это, прежде всего, прекращение, ну, вспомним просто хронологию. Началось с того, что перестал работать магистральный газопровод Ямал-Европа, это 33 миллиарда кубометров газа долой. Перестал работать Северный поток, минус 55 миллиардов кубометров газа долой. Перестал работать украинский транзит. Ну, очевидно, что с учетом таких потерь нужно было чем-то замещать. Были какие-то туманные расчеты на то, что увеличат поставки Алжир. У него действительно есть магистральные газопроводы, которые могли бы это позволить. Но Алжир помнит, что первый в мировой истории завод по сжижению газа был построен в Алжире. Завод никуда не делся, торговать газом в виде СПГ намного удобнее, потому что позволяет маневрировать между Азией и Европой, где выше цена, где лучшие условия, туда его и поставлять. Поставки трубопроводные не увеличились. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей подписке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.